Вы заходите в комнату, где стоит лоток вашей кошки, наклоняетесь, чтобы навести порядок, и внезапно замираете. Ваш взгляд падает на то, что лежит на наполнителе, и вы понимаете, что смотрите на нечто белое, что активно извивается и движется. В ту же секунду ваше сердце уходит в пятки. Холодная волна паники накрывает вас, и вы мгновенно чувствуете себя худшим владельцем в мире. Вы чувствуете себя грязным, виноватым и задаетесь вопросом: как долго это живет внутри моей кошки? Заражен ли мой дом? Неужели я настолько плохой хозяин, что не заметил этого раньше? Привет всем, я доктор Тони Ли, ваш ветеринар. Прежде всего сделайте глубокий вдох. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас отбросили это чувство вины. Кишечные паразиты невероятно скрытны, и это одна из самых распространенных проблем, с которой рано или поздно сталкивается абсолютно каждая кошка. Мы привыкли обсуждать диету или поведение, но что, если желудок вашей любимицы расстроен из-за чего-то, что тайно живет внутри ее кишечника и крадет ее питательные вещества? Сегодня мы собираемся разоблачить этого невидимого вора. Печальная реальность такова, что миллионы владельцев в панике бегут в зоомагазины и покупают дешевые химические средства от глистов, которые часто даже не убивают нужных червей, просто накачивая организм кошки токсичными химикатами совершенно без причины. В этом видео мы положим этому конец. Я превращу вас в настоящего эксперта по паразитам. Мы расшифруем послание из лотка, чтобы вы точно знали, с каким врагом сражаетесь. Мы раскроем схему обмана с препаратами из масс-маркета, узнаем шокирующую правду о том, как кошки на самом деле заражаются, и, что самое важное, я открою вам секрет одной ложки продукта, который стоит копейки и уже лежит в вашем продуктовом магазине. Этот продукт естественным образом парализует червей и полностью выводит их из организма, без единого химического лекарства. Глава Эдн. Дешифратур лотка. Прежде чем мы сможем естественным образом изгнать паразита, мы должны точно знать, кто наш враг. Поскольку кошки не могут словами сказать нам, что у них болит живот, они оставляют нам улики. Существует несколько основных кишечных паразитов. Но для самостоятельной диагностики мы сосредоточимся на двух самых распространенных – виновниках, которых вы можете увидеть невооруженным глазом. Мы называем их спагетти и белый рис. Начнем со спагетти. Если вы заглянете в лоток или, в тяжелых случаях, если вашу кошку вырвет, и вы увидите длинных, бледных, трубчатых червей, которые выглядят в точности как вареная лапша, вы имеете дело с круглыми червями. Эти существа не прикрепляются к стенкам кишечника. Вместо этого они свободно плавают внутри, поедая питательные вещества прямо из пищи вашей кошки еще до того, как ее организм успеет их усвоить. Именно поэтому кошки с сильным заражением круглыми червями часто имеют тусклую, сухую шерсть, странно раздутый живот, так называемый горшкообразный живот и хроническую диарею, которая никак не проходит. Теперь поговорим о белом рисе. Это то, что вызывает у владельцев наибольшее отвращение. Если вы гладите свою кошку и замечаете крошечные плоские белые или желтоватые сегменты, прилипшие к шерсти под хвостом, или если вы видите в свежих фекалиях крошечные белые частицы, которые растягиваются и движутся, как маленькие гусеницы — это ленточные черви. Когда эти сегменты высыхают, они сжимаются и выглядят в точности как твердые зерна сырого белого риса на подстилке или ковре. Ленточные черви — это абсолютный биологический кошмар. В отличие от круглого червя, который просто плавает, у ленточного червя рот покрыт бритвенно-острыми микроскопическими крючьями. Они используют эти крючья, чтобы яростно закрепиться глубоко в слизистой оболочке кишечной стенки вашей кошки. Закрепившись, они растут все длиннее, создавая идентичные сегменты. Те рисовые зернышки, что вы видите, это живые части тела червя, которые отламываются и выходят наружу, чтобы распространять яйца.
Глава 2. Афера зоомагазинов. Когда владелец видит червя, наступает паника. Он едет в сетевой зоомагазин, находит отдел лекарств и покупает ярко раскрашенную коробку таблеток, обещающую избавление от всех проблем. Он дает таблетку кошке, проходит неделя, и вдруг он снова видит белый рис на диване. Почему это не сработало? Ответ кроется в невероятно обманчивом маркетинге. Большинство безрецептурных препаратов содержат только один активный ингредиент, например, пирантел-помад. Пирантел отлично парализует круглых червей, но он делает ровным счетом ничего с ленточным червем. Ленточный червь просто смеется над этим лекарством, оставаясь прочно закрепленным на стенке кишечника. Чтобы убить ленточного червя фармацевтическим путем, нужно тяжелое рецептурное средство прозиквантил. Но владельцы этого не знают. Они думают, что первая таблетка была слабой, возвращаются и удваивают дозу. В этот момент вы начинаете накачивать печень и почки кошки тяжелыми синтетическими пестицидами, которые даже не нацелены на нужного паразита. Вы разрушаете микробиом кишечника и нагружаете иммунную систему совершенно без причины. Если вы решили использовать химию, идите к ветеринару за точным препаратом. Но если черви возвращаются снова и снова, значит, вы не понимаете, как они попадают внутрь. Глава 3. Секретная связь с блохами. Это один из самых непонятных жизненных циклов в ветеринарии. Большинство людей думает, что кошки заражаются ленточными червями, обнюхивая что-то на улице или контактируя с землей. Это не так. Кошки заражаются ленточными червями, проглатывая блоху. Позвольте мне объяснить эту странную биологическую петлю. Когда ленточный червь выпускает яйца, они попадают на ковер или лежанку. Взрослые блохи их не едят, но их едят личинки блох. Личинка блохи съедает яйцо червя, плетет кокон, и спустя время из него выходит взрослая блоха. Но внутри этой блохи теперь тайно прячется микроскопический, идеально сохранившийся зародыш ленточного червя. Блоха прыгает на кошку, чтобы выпить ее крови. Кошка чувствует зудящий укус, оборачивается, начинает вылизываться и случайно проглатывает блоху целиком. Желудочный сок кошки растворяет тело блохи, но зародыш червя генетически невосприимчив к кислоте. Он освобождается, направляется в кишечник, впивается крючьями в стенку, и цикл завершен. Золотое правило. Вы можете давать кошке лекарства хоть каждый день, но если вы не уничтожите блох на ее теле и в вашем доме, черви будут возвращаться бесконечно. Вы должны уничтожить блоху, чтобы победить червя. Глава 4. Чудо в одной ложке. Мы разобрали биологию и поняли схему обмана. Теперь пришло время для чуда. Нам не нужны тяжелые химикаты. Природа уже создала идеальное оружие, которое лежит в отделе выпечки вашего магазина и стоит меньше пары долларов. Это сырые, несоленые тыквенные семечки. Важное ветеринарное предупреждение. Семена должны быть на 100% сырыми и зелеными. Нельзя использовать жареные, соленые или приправленные семечки. Соль вредит почкам, а термическая обработка разрушает магическое соединение внутри них. Почему это работает? В тыквенных семечках содержится мощная аминокислота кукурбитин. В холистической медицине кукурбитин почитается как природный антигельминтик, средство, изгоняющее паразитов из тела. Это настоящая биологическая война. Когда кошка переваривает семена, кукурбитин попадает в кишечник и всасывается паразитами. Он атакует их нервную систему, вызывая мгновенный паралич всего тела. Вспомните ленточного червя и его крючья. Когда кукурбитин парализует его, его челюсти расслабляются. Он физически отпускает стенку кишечника. Червь открепляется. Он обездвижен и совершенно беззащитен. Но чтобы это сработало, кошка должна их усвоить. Пищеварительная система не может разрушить твердую оболочку целого семени. Если вы просто бросите семечки в миску, они выйдут нетронутыми. Вы должны измельчить сырые тыквенные семечки в мелкую пыль с помощью кофемолки или ступки. Только разрушив клеточные стенки семени,
Вы освободите концентрированную дозу кукурбитина. Сколько давать? Запишите магическое соотношение. 1/4 чайной ложки измельченных семечек на каждые 4-5 кг веса вашей кошки. Смешивайте эту ложку порошка с едой 1 раз в день. Для большинства домашних кошек весом около 4-5 кг четверти чайной ложки будет достаточно. Делайте это ежедневно в течение недели или 10 дней, пока признаки червей не исчезнут. Глава 5. Кишечная метла. Итак, мы парализовали червей, и они теперь просто плавают в кишечнике. Как нам гарантировать, что они быстро покинут систему? Мы будем использовать физическое трение, чтобы вымести кишечник дочисто. Возьмите свежую сырую морковь, вымойте ее и натрите небольшую горсть на самой мелкой терке прямо в миску с едой. Сырая морковь– это невероятный источник нерастворимой клетчатки. В отличие от других видов клетчатки, она сохраняет свою структуру, проходя через желудочную кислоту. Когда кошка проглатывает тертую морковь, ее частицы проходят через кишечник, как микроскопические щетинки метлы. Проходя через толстую кишку, волокна моркови физически захватывают и выметают всех парализованных червей и сегменты. Ленточных паразитов наружу. Дозировка проста. 1 столовая ложка натертой моркови на каждые 4-5 кг веса. Это шедевр холистической ветеринарии. Семечки обеспечивают паралич, а морковь– физическую эвакуацию. Никаких пестицидов и никаких побочных эффектов для вашей любимицы. Заключение. Обнаружение червей – это неприятный опыт, который заставляет вас чувствовать, что вы не смогли защитить свою кошку. Пожалуйста, забудьте об этом. Кошки исследуют мир, вылизываются и охотятся на блох. Подхватить паразита – это естественная часть их жизни. Вы не подвели их. Важно то, как вы реагируете сейчас. Тот факт, что вы потратили свое время, чтобы изучить биологию червя и найти натуральные, щадящие способы лечения, говорит о том, что вы потрясающий и высокообразованный владелец. Вашей кошке очень повезло, что у нее есть такой защитник. Сегодня вечером проверьте ее шерсть на блох. Натрите морковь в миску и начните использовать силу природы. Сталкивались ли вы уже с проблемой белого риса или планируете использовать семена для профилактики? Расскажите свою историю в комментариях. Это может очень помочь другому владельцу в панике. Если это видео дало вам надежду, ставьте лайк и подписывайтесь на нашу семью осознанных пет-родителей. Я доктор Тони Ли. Пусть ваши кошки будут здоровы и счастливы. Увидимся в следующем видео.